теперь большой ящик для овощей. А, для овощей еще ясно. Что ж ты не показываешь? Конечно, что я показываю. Давай, что там у тебя заглянем. Через полчаса уже будем кушать. Да? Вот таких вот красавцев. Сочных, напитанных, вкусных. Северо-запад, он дует с воды прямо в этом направлении. И он постоянно срывает клеенку и срывает палатку. Настолько сильный ветер, что эта конструкция бы моя долго не простояла. Ничего себе, вот Юра тут все серьезно, смотрите. Целые такие замки с цепями, так это цепями. Не простая цепь. Это на самом деле самая настоящая цепь, на которой держали корову в селе. Обалдеть, слушай. Да, это такая аутентичная цепь. Даже, обратите внимание, датчик движения, да. Датчик движения. Ну, не знаю, для чего он нужен, он просто мигает, и мне это нравится. Ну это ты, я так понимаю, для дождя копал, да? Это для того, чтобы 5 месяцев здесь можно было простоять и при любом ливне. Потому что это песок, а песок он сам по себе, он обсыпается, он очень мягкий. Ну, такой трапик. Да, с двух сторон трапик. Трапик. Вот, опять же, потому что песок обсыпается. Если бы здесь не было трапика, тут уже вместо трапика была бы огромная яма. И твое спальное место, я так понимаю, да, Юрец? Я люблю советские палатки, потому что они хорошо дышат. Плюс ко всему в них особый аромат. Нормальное легкое одеяло, пледик, поролон, 1,5-сантиметровый каремат, потом сама палатка, и палатка стоит еще на клеенке. Потому что если палатку бы я поставил непосредственно на песок, да, она стоит на клеенке. Если ставить такую палатку на грунт, на песок, то за 3 месяца это дно сгниет. Тут можно и зимой спать, да, так понимаю, этой палатке? Зимой, ну, в принципе, если теплая зима, то можно. Хороший спальник. Вот этот спальник максимум до минус 17. От спальника все зависит. Может спать. Я в этом спальнике комфортно спал при минус 6, минус 7 ночью. Есть у меня освещение, просто оно светлое, да, такая панель, ну, LED-лента. А есть у меня освещение под настроение. Ну, вот это, допустим. То есть под праздничное настроение, да? Под праздник. Но есть еще вот такой зеленый. Можно киношку. Вот киношку я включаю и смотрю вот при таком свете. Как кинотеатр. Ну, короче, ну и извращаюсь. Одним глазом посмотрим буквально. Ну, тут у меня особо что тут смотреть. Тут Юра у нас рыбак. Просто такой склад, такой всякой... Склад-огород, короче. Ну да, там эхолот, аккумуляторы, ну разное барахло, так сбрасываю. Даже ласты у Юрца есть. Да. Ласты Бушат, а у меня костюм Бушат. Это зимняя палатка, которая абсолютно течет. Я ее поставил таким образом, из навеса, из тарпаулинов, с кусков, с клеенки, таким образом, что она вообще теперь не течет. Там у меня подруга приезжает иногда отдыхать. А ну давай. Не, ну я тебе хочу сказать, что я, допустим, деревянных брусьев еще не видел. А так как я их не видел, я решил их сам сделать. Покажи мастер-класс. О. Это мастер-класс. Иногда занимаюсь. А что это за провод электрический? Это провода, которые идут в гальюн? В гальюн. Там есть светильник, так же как в палатке, выключатель, чтобы можно было удобно пользоваться. Вот здесь LED, тоже лента. И человек может прийти, спокойно включить свет себе и делать свои дела. Ну что, Юрец, главная локация, на мой взгляд, я уже ее видел на твоих видеоотрывках, эту кухню, но хочу еще вживую на нее посмотреть. То есть такая кухня, конечно, здесь мелочей сколько ты всего придумал, просто немерено мелочей. Да. Вот я сейчас покажу зрителям, что у тебя здесь столько нету. И LED-подсветка, и спинги висят, какие-то веревки, там, перемычки. Да. Чтобы хлеб не пропадал, чтобы он был более полезным. Ты его просто нарезаешь вот так вот и раскладываешь. Он сам высыхает за счет температуры воздуха. И ты его прекрасно кушаешь. Во-первых, ты меньше хлеба съедаешь. Во-вторых, он не портится. А я не люблю переводить продукты. Я стараюсь, чтобы все уходило под число. Как и рыбу, чтобы не поймать, убить, и она пропала, и выбросить. Чтобы поймать ровно столько, сколько нужно, съесть.
Угу. чтобы лишнего ничего не переводить. Ну, ты понял. Это двери, школьные двери, которые я подобрал на одной стройке. Из набора Золушка 80-х годов советского. Тоже где-то подобрал, отмыл, повесил. Давай мы у тебя полазим. Ну пожалуйста. Полазим у Юрица здесь, вот шельника местного. Похозяйничаем, веса, у нас для рыбацкие веса. Сразу. Хоп, крупы здесь, да, у тебя? Все подряд. Короче, еды у тебя хватает, да, Юр? Немерено. А учитывая то, что взрослому человеку еды уже надо не так много, как растущему организму. Идеально. Овощи, фрукты, крупы, рыба. Ну, Все по минимуму, да? Да, минимализм. Давай, это давай вообще еще очень посмотрим. хороший бренд. Я люблю детали снимать. Яблочный уксус даже есть у тебя. Да, Мука, да? разная. Кукурузная такая мука, вон, подсолнечное масло. Ого, так тут у тебя и гречка, и... Да. Ты мажор, даже гречка есть у тебя, слушай. И рис. Гречка есть, и рис, и разный рис. Другой рис спрятан, и разные макароны есть. 2 гитары, да? Да, двигатель. Что, споешь это сегодня? Да не вопрос, конечно спою. А то я, к сожалению, не... Я тебе сейчас вообще такую вещь покажу. Такого вообще ни у кого нет. Сейчас. Это тоже такой, знаешь, можно сказать, музейный экспонат и предмет города. Ого. Я смотрюсь, как вот Матроскин с ней. Это настоящая швейная машинка ручная. Класс. И что, ты шьешь на ней? Да, подшиваю. Подшиваешься, Да, все время. Все вот эти вещи, все строилось 1,5 месяца. И причем все строилось из мусора, все подбиралось, кто-то привозил, помогал, какие-то вещи. Вот эти трубы сантехнические старые, аккумуляторы, тяговые аккумуляторы от автопогрузчика, 200 ампер-часов. Угу. Распределительная коробка, и пошли провода вот отсюда по всем палаткам, по всем сооружениям. Посмотрим, Это все мое. что у нас тут делается. Ну, А там? Там? Ой, яблочки, Ого, которые ты так мне у тебя, привез. слушай, Сейчас тут еще есть деликатесы заныканные, смотри какая. шпроты, с ума сойти. Да. Шпротный паштет. Шпротный паштет. Что там? Может, что-то еще интересное? Лук, картофель. Да, кабачки, Ну давай бурячок. заглянем туда. Бурячок, видишь? А я тебе хочу сказать, это самый полезный овощ. А борщ варишь? Нет, я просто его вареным ем. Просто я тоже вареным люблю, кстати. Очень полезно. Я и буряк, и кабачок. Его надо есть постоянно. Да, обрати внимание. Это контроллер солнечной панели. Подключена к нему солнечная панель. Потом А где солнечная панель? она сверху лежит на летнем навесе вот там вот. Да? Да, она там, я потом покажу. Вот, тут подходит солнечная панель, потом отсюда же пошла зарядка на аккумулятор, и отсюда же пошла вся нагрузка. Она все контролирует. Радиоприемничек. Да. Колонки тоже компьютерные. Креатив, Угу. переделанные под 12 вольт. Не сильно громкие, но достаточно. Кстати, стандартная советская кухня 8 квадратных метров. Это не стандартная, а большая. Большая, да? Да. А откуда вода, Юрец? Из города. Фильтрованная. То есть тебя привозят, да? Да. Добрые люди. Привозят, и я привожу, когда в город выбираюсь. Ну, обязательно, потому что все-таки, как ни крути, из Днепра воду пить не особо хочется. Хотя предыдущие 15 лет, когда я стоял на другом острове, у меня был насос, и я качал воду из реки, но Ты 15 лет стоял на одном острове? с 15 лет до 30 я строил подобный лагерь. И каждое лето я так жил на протяжении 15 лет. Потом у меня был перерыв 6 лет. И вот этим летом я решил вспомнить все. Смотрится очень хорошо. Великолепно. Привез Юрчику хоть мяска, а то он тут на диете совсем исхудал, как оно? Ну, как-то да. Ну, не совсем, на самом деле, хотелось бы еще. Вот. Но для того, чтобы это было еще, надо абсолютно изолироваться такому человеку, как я. И изолироваться в первую очередь от еды и от людей, которые ее привозят. Тогда я точно буду хорошо себя вести. Но когда вокруг очень много соблазнов, я не могу им не поддаваться. Ну как можно такое мяско не съесть? Нереально. Ну как? Посмотрим, может еще по 20 грамм лекарства выпьем. Это обязательно.
Ну так, красивый, но злой. Злой, да? То, что нам и нужно. Ага. Не, ну слушай, в кадре оно вообще, я не знаю, так аппетитно все смотрится. Нужно поранить руки, поэтому в первую очередь все острые плавники и те плавники, которые нам будут мешать во время жарки, их надо обрезать. Хорошие ножницы. И вот все верхние плавники, вот эти вот, с колючками и без колючек. И вот этот вот анальный, который нам будет мешать во время жарки. Сначала надо обрезать полностью. Вот, а потом уже чистить и определенными движениями. Такие вот, справа налево. Вот. Вот таким вот образом. Подрывает чешую и крепко его удерживает. Начиная со спины. Она хорошо тут чистит. Вот. И когда вы ее подорвали, движения начинаются вертикальные. Вот так вот срывая чешую. За счет вот этих зубьев. Вот. И чередуете эти движения. Легко и без особых усилий. Хорошо. Красавцы, просто красавцы. Да, он идеальный, я согласен. Будем варить. Камеру с Юрчиком забыли включить. В общем, кинули сюда семена укропа, я уже заранее приготовил. Лавровый лист, перец горошком. На литр воды 1 столовую ложку соли с горой положили. Теперь уже можно смело в кипящую воду забрасывать раков. Раки все живые у нас с Юрчиком. Так вот моем. Самочек, кстати, много, Юр. Да, у них пошире хвосты. Шире хвост и нету семенных каналов здесь. Угу. Это на вкус влияет? А? На вкус влияет? Не, на вкус не влияет, просто мяса больше. Угу. Ты рака вообще любишь? Конечно, но не могу сказать, что у меня такая большая к ним страсть. Но и не могу сказать, что я их категорически не воспринимаю. Они, конечно, вкусные и, наверное, же полезные. Да. Рак вообще очень полезный. На мой взгляд, идеальная закуска к ним. Согласен. Просто красотища, Юрец, ты видел бы кадр бы этот? Иди глянь. А, ты ж светишь. Ты шо, просто картинка. Сейчас я покажу даже эту картинку. Через полчаса уже будем кушать. Да? Вот таких вот красавцев. Сочных, напитанных, вкусных. Надеюсь, вкусных. Ну, невкусными они быть не могут. Ну что, Юрец, давай же организуемся под такую трапезу. Конечно. У Юрчика здесь есть, даже не спеши, покажу же зрителям. Погреб, прямо возле кухни. Да, чтобы его не провалиться. Ну как такой, ничего себе такой. Ну да, а он необходим просто летом. Ха. А вот это тоже. Опа.
И у нас здесь Звонкий пакет. звонкий пакет. Ну что, бери, пробуй первого. Да. Тебе, как хозяину данного острова, отшельнику, предоставляется первому возможность отведать. Ты так сначала его окуни в этот самый. Вот так вот имеешь? Да. Понял. Красота. Шейка, да? Да. Я тоже хвосты самое больше люблю. Понятное дело. У них мяса самое больше. Было бы круто, если бы у рака было 2 хвоста. Ну да, это точно. Идеальная была, я думаю. Да. 2 хвоста самое то. Вот. А ну только Получилось. получилось, а ну покажи. Очень красиво, деликатно. Даже цвет сохранился. Так ты уже ж мастер. Ну да, с тобой. Блин. Вместо гречки можно есть, да? Бомба. А еще когда зернышко укропчика тебе попало на зубчик. Ой, вообще кайф. И запить лимонадом. Да. И еще хорошая музыка. Да. Там где-то играет на кухне. Бон Джови. И костерчик. Как ты говоришь, лобное место? Да, да. У тебя здесь такие фонари. Это фонари или что такое? Да, это такой фонарь. Куча он фонарей. Ну вот это что такое? Это? Да. Это такие факелы. Факелы, да? Ничего себе, факелы. Как у тебя все как в фильме. О чем грустишь, моя родная? Твой взгляд остыл и голос опустел. Душа от боли изнывает, найти не можешь в жизни свой удел. Душа от боли, быть может, изнывает, найти не можешь в жизни свой удел. Не стоят мысли, слез твоих печальных. Склонись на грудь и слушай сердце стук. Вся боль уйдет, ее приход случайный. И пусть любовь не опускает рук. С печалью горькой поскорей расстанься, и пусть любовь не опускает рук.